Bluetooth-колонки, наушники, фитнес-браслеты, смартфоны Leeco покупай в магазине Smartest Store. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня нам предстоит довольно шустрая распаковочка, поскольку приехал вот такой небольшой пакетик. Оценили его в $1, а заказывал за $2 и рубль 5 американских была доставка в Беларусь. Прибыл из Финляндии, трек номер отслеживался. Значит, вес 68-69 грамм. И здесь что-то автомобильный, Seat, аксессуар. Такая пленка, ну или как она, пластиковая, ну не целлофан. Она одевается на автомобильное сиденье сзади, чтобы дети, которые сидят на заднем пассажирском диванчике, своими ножками не пачкали сиденье там водителя или пассажира спереди. Короче, такая накидочка защитная. Она у продавца существует в двух цветах, черным и синим. Ну, подходит большинству автомобилей. Ну, цвет, я так понимаю, это именно то, что здесь тканевая. В данном случае она черная, но бывает еще такая темно-синяя. Ну и вот такая вот клеенка даже, бы я сказал. То есть она одевается на подголовник. Здесь липучка, даже подголовник снимать не надо. Здесь он просовывается и вот так сзади, а снизу цепляется. Ну, здесь именно пластиковые карабинчики такие. Заявлено 58 на 44 сантиметра. Сейчас оценим. Так, шириной она, ну, чуть меньше, как видите, 42 сантиметра. Так, а в длину, что не имели в виду? Если вот отсюда мерить, от подголовника, то это всего 48 сантиметров. А если по максимуму брать, то в принципе 50, 58, 59 так и есть, если отсюда. Еще один пакетик доставлен также из Финляндии за 3 недели в Беларусь с отслеживанием трек номера. Товар также из AliExpress, из официального магазина Часовскмей. Здесь находятся мужские спортивные наручные электронные часы этого бренда. Оценили его в $6, вес 78 грамм. Ну, реально цена его около что-то менее $9, но с использованием кэшбэк-сервиса EPN, ссылка на подключение будет в описании к этому ролику, я сэкономил американские монетки. Это у нас должна быть 1251 модель спортивных водонепроницаемых часов. В магазине представлено, по-моему, 6 расцветок этих часов. В основном это корпус и ремешок черный, но вот эта окантовка циферблата вот отличается вот эта расцветка. Ну, в принципе, вот так вот все упаковано. Имеется даже инструкция. Если кто сам не разберется, ну, как положено, китайский, английский язык с иллюстрациями. Так, и бирочка. Вот наш бренд Skmei. Цена, я так понимаю. Часы прибыли вот все в пленочках. И здесь на стекле пленка. И здесь металлическая крышка также в пленке. На металлической крышке указана модель 1251. Что касается ремешка, то он выполнен из мягкого пластика, подобного силикону. Имеет длину на запястье от 140 до 240 мм. Ну и выглядит на руке следующим образом. И крепится он вот на таких винтиках по обе стороны. Корпус ему, вероятно, достался от компаса. Есть направления указаны: север, юг, запад, восток. Часы имеют только цифровой индикатор. Вот такой на черном фоне белые символы. Ход кнопок достаточно такой, ну, стандартный, мягенький. Сами часы выполнены из пластика. Вот эта вот окантовочка металлическая, но она тут нанесена шкала, но она не двигается никак.
Ну, функционал у часов стандартный. При нажатии на нижнюю левую кнопку мы выбираем реальное время, будильник, аларм. Ну, это как хронограф, он же секундомер. Двойное время, dual time, ну, точнее, другое время. И таймер, обратный отсчет. Для переключения показаний с 24-часового формата в 12-часовой необходимо нажать верхнюю правую кнопку, то есть 8:12 PM или 20:12. Настройка часов осуществляется удержанием нижней правой кнопки до подачи сигнала и мигания сначала секунды. Переключение между значениями происходит вот этой кнопкой, левой нижней. Далее часы. Изменять мы можем кнопкой правой верхней. Потом минуты. Далее год. Соответственно, можем менять. Потом месяц. Число. И опять переходим в секунды. Но если мы нажмем эту кнопку правую, нижнюю, то день недели уже определяется автоматически. Итак, для настройки будильника необходимо выбрать это значение, аларм, будильник. Далее удерживаем кнопочку правую нижнюю до моргания сегментов и сигнала звукового. Выставляем часы. Далее нажимаем левую нижнюю. Выставляем правой верхней минуты. В принципе, если мы так все оставим, то, я так понимаю, будильник будет звонить, вот так вот выключим, то будильник будет звонить каждый день в 15:04, например. Но этот будильник еще позволяет задать время звонка в определенную дату. То есть этим не заканчивается все. Выставляем часы, минуты. И далее выставляем месяц. Моргает здесь. Также этой кнопкой меняем его. И конкретное число. При этом загорается здесь вот такой колокольчик. То есть будильник у нас включен. Проверим, как звонит. 57, 58, 59. Достаточно негромкий звонок такой. Так, ну сейчас в темноте попробую показать вам, как он, подсветка. Ну, подсветка, в принципе, достаточно хорошая в ночное время. Питаются часы, как здесь указано, от батарейки CR2032. И заявлена водонепроницаемость до 50 метров глубины. Да, это довольно крупная батарейка формата CR2032. Вот здесь она практически вот заклеена. Вот такого же диаметра она здесь находится. Какой-то новый используется здесь механизм, в отличие от Pass-New Labgo. И крышка с обратной стороны. Ну и чтобы вода не попала вовнутрь, здесь в канавке проложен такой вот резиновый уплотнитель. Ну вот взял эту батарейку SR2032. Нифига себе они эту батарейку засунули в эти часы. Это будет вечный механизм с такой батарейкой. Ну вот сутки я уже пользуюсь этими часами. В принципе, точность хода нормальная, ничего не сбилось. Они достаточно удобные, но, конечно, корпус видно, что он немножко проще, чем вот этих. Они, соответственно, и дешевле. Но Skmei, он напоминает часы великого уравнителя в исполнении Дензела Вашингтона. Если кому-то интересно, можете сравнить. Так, ну и прилетела мне еще одна посылочка. В принципе, она прилетела вместе с этими часами, но получил на день позже. Вот такой большой пузырь воздушный. И здесь на этот раз прилетел бейсболка. Она прилетела уже из Китая. Трек номер отслеживался. Оценили в $2.
приобретал за $5.47. И масса 100 грамм. Упаковка, ну, упаковка хорошая, видно сразу. Заказывал бежевый цвет, представлен в магазине порядка 10 расцветок. Магазин Eagleborn, ссылочка на него будет в описании, этикеточка. На китайском языке, интересующиеся могут перевести. Так, ну и такой вот запястная веревочка в качестве подарка. Наверное, от сглаза со звездочками. Так, заявлено, что это у нас хлопок. Качество пошива отличное. Единственное, что мне не совсем нравится вот эта застежка. Она как-то сделана дешмански. И есть сомнение, что это все-таки хлопок. Что-то мне кажется, что это что-то синтетическое и водоотталкивающее. Но очень похоже на джинсу. Так, здесь вот имеется эмблема, это вышивка. А вот это похоже на принт. Ну, хоть внешне она похожа, как заявляет продавец, на хлопок, но на самом деле на ощупь это напоминает мне плащевую ткань. На голове выглядит она следующим образом. И в принципе за эти деньги я рекомендую. У нас подобные бейсболки стоят 25-50 рублей. Ну, в зависимости от качества материала. Хлопковые, конечно, 50, но здесь 5,47 баксов. 50 на белорусский это $25. Good, пойдет. Ссылки на все представленные в этом ролике товары вы найдете в описании к нему. Да, и, пожалуй, вот эти часы мы разыграем. Розыгрыш состоится 30 июня или, в крайнем случае, 1 июля. Условия розыгрыша стандартные. Это быть подписаны на мой канал в YouTube. Вступить в паблики в социальных сетях. Это у нас для граждан всего мира Одноклассники, ВКонтакте. Ну а для граждан Украины остается только Google+. Ссылочки на них будут в описании к видеоролику. И также на условия розыгрыша. Поставить лайк этому ролику, таким образом добавив его в понравившиеся. И оставить положительный комментарий под этим видеороликом со ссылкой на свой паблик. И единственная просьба, в настройках своего YouTube аккаунта необходимо перейти вот сюда в настройки. И первые два пункта отключить. То есть не показывать информацию о том, какие видео мне понравились, выключить. Соответственно, показывать. И не показывать информацию о моих подписках. Тоже выключаем, значит мы будем показывать мои подписки. Нажимаем «Сохранить». Выбор будет сделан случайным образом с помощью сайта Lisa On Air. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи, участвуйте. Пока.